табличкой сделали. Что пишут? Я ничего не пойму, что написано. Тут что-то видишь какие-то следы уже какого-то ремонта или чего-то. Еще и шлиф лопнутый. Да, снять кто-то пытался, видимо. Наружу. Подшипник уже закрытый стоит, причем. О, а этот хороший подшипник, кстати. Так, все, это нам не надо. Кстати, ГПЗ уже. Да? 205-й подшипник, да. Поменял. Да, что тут, видать, хорошо он покрутился. Смазка есть, все есть, а он все равно загремел. Здорово, ребята, это Сид, канал ТВВ. Ну вот начали с такого музыкального вступления. Окей, сейчас расскажу, что мы делаем. Значит, разобрали мотор, тут стояли простые подшипники, и смазка осуществлялась вот такими пресс-масленками или тавотницами. Мы их выбросим, потому что поставим закрытые подшипники. Очищаем мотор от старой краски и готовим его к покраске. Защитная крышка распределительной коробки самопальная, и хотя сделана добротно, все-таки заменим ее на стандартную, немного более современную коробку двигателя. Краска, которой вымазан шильдик мотора, настолько высохла, что ее не берет ни один растворитель. Поэтому демонтируем ее и попробуем очистить табличку механическим путем. Большинство современных двигателей имеют короткозамкнутую обмотку ротора, сделанную из алюминия. У данного мотора беличья клетка сделана из медных стержней и спаяна латунью. Такие двигатели отличаются повышенными техническими характеристиками. Вот так покрасили мотор. Синей краской, ничего особенного, обычно из баллончика красили в собранном виде. Поэтому винты закрасились, ну ничего страшного, там особой красоты никакой нету.
Тут будет новая коробка, клемник. Вот, а вот эти отверстия под масленки поставили закрытые подшипники, поэтому масленки ни к чему, заглушим их какими-то пробками. Двигатель имеет 6 выводов и допускает подключение обмоток как в звезду, так и в треугольник. У нас в гараже проведено 3 фазы, 380 вольт, поэтому подключаем двигатель по схеме звезда. Все. Якобы видно все. И затемняется по-всякому. Все, видишь, вот масленка, вот канавка для смазки. В ней дырочка, видишь, просверлена. Там же подшипники, как я понимаю. Как-то через дырочку, короче, как-то смазывается. Ну, облегчен шкив. Начал было чистить шкив проволочной щеткой, но быстро надышался пылью от ржавчины и вернулся к своему любимому способу очистки. Хорошо освоив этот метод, я сейчас устанавливаю огромные токи, что позволяет сократить время очистки до 1 часа, а то и меньше. Подшипники промежуточного шкива находятся в плохом состоянии, поэтому заменим их и переберем этот узел. Вот такая втулка с отверстием. Это какая-то хитрая система смазки, но для нас она более не актуальна. Этот шумит, а этот вообще не крутится. Поменяем на закрытые.
Табличка не захотела сниматься. Не будем усердствовать, давайте оставим ее и заклеим скотчем. Аутентичность рукоятки и выключателя вызывает сомнения, но все-таки решено было ее оставить. Так сказать, отдадим дань уважения неизвестному мастеру, который ее точил и фрезеровал. Вот эта ось, на которую подвешен был мотор. Те изверги, которые выбивали ее, вот не выкрутив гужон, все тут смяли и конец вот этот расклепали. Сейчас проточим ее на токарном станке. Так-то она шлифованная, а концы маленько обнижены. Колонна. Табличка. Сколько слоев краски? Не знаю, что это такое, что с ним делать? Выворачивать или что? Вот это, вот отсюда. Тут смотри, что. Вот так выглядит колонна, очищена от краски. Тумба тоже готова. Можно приступать к покрасочным работам. Вот так выглядит стол после очистки проволочной щеткой. Сейчас трем абразивной. Вот такое литье. Все было когда-то зашпаклевано. Ну вот, на самом деле вот такие раковины в литье. Вот это делается. Видишь, так хоп-хоп-хоп. А что не смотришь какой-то линейкой, что выровнять? Она только тонкими слоями можно делать. Я сейчас даже вот это не буду перетирать. Она сейчас высохнет. Я опять буду еще наваливать. А потом уже буду как бы, да, строгать. Теперь, когда высохнет, зашкурим. И такие особо кривые места. Но особо заморачиваться не будем. Вот надо будет тоже красить дверцу. Там колонна.
Ну, тут-то можно, тут не по подшипникам. Да, шприцы такие. Ну же, Волга, ты чё? Переснимать не будем. Все. Пришли изгоревальники, детальки. Это ручка выключателя. Вот такая стала. Добрый. О, огонь. Камера не наводится. Ну это мотор натягивает этот на качельке. Ну, как Смысл? это, как алюминий, да, выглядит. Жестче. Жестче будет. Нет, ты принимай сейчас вот так вот за шкив. Так. Не торопись, ты не дергай. Все, бери вторую сторону. Ниже. Там не попадет, надо двигать эту балку. Опа. Пустил, держится. Здесь под резьбу, а там уши главное. А зачем уши, если он вверх-вниз не двигается? Если он здесь на резьбе стоит? Зачем там овальные такие прорези огромные? Под разные моторы. А, да. Они же разные там ставились. Там даже в этом описании сказано, что есть вот это односкоростное, а есть еще двухскоростное. Воткнули мотор. Вот так, в принципе, симпатично. Что интересно, зачем такой вот конец тут торчит? А, по-моему, эта ось уже не родная, потому что, видишь, она и дырявая какая-то вся. Вот здесь-то заподлицо. Как она не родная может? А может, что-то еще вешалось. Не знаю, загадка. Этим сюда. Так. Нет. 3 туда, 1 сюда. Так вот. Там один иностранец же спрашивает меня, а как вы, почему, ну как вы запоминаете, как было. Я говорю, так вот, съемки делаем. Да и потом по-другому и не соберешь, все детали-то разные. Нет, можно, оказывается, собрать и... Забил ось. И фиксирую винтиком. Ну вот как бы, вот он затянут, вот он ослаблен. Ну, вот такой прогресс пока. Значит, внутренности все собрали.
Электрикой займемся уже потом. Все. Вот перенесли станок в теплое помещение, потому что в гараже уже ниже 0 градусов. Сейчас станок находится в токарке. И давайте посмотрим поближе, что удалось сделать. Значит, покрашены тумба, детали тумбы, все вот эти кронштейны, подвесы. И вот эта корыта или стол. Это двигатель. Так вот все выглядит. Там электрика. Заменили вот этот рукав. Рукав взяли, кстати, водопроводного от душа. Он как бы хромированный или никелированный. И выглядит немножечко побогаче. Тут еще скотч закрывает отверстие. Вот эта поверхность будет еще полироваться. Так, это у нас внутри тумбы. Здесь детали никелированные. Вот эти ручки. И вот этот барашек. Это регулировка натяжения ремня двигателя. Шкивы покрасили черным. В принципе, выглядит неплохо. Ну вот. Тут вот было выломано с самого начала. У нас как бы пока нет таких заготовок, чтобы сделать новые шкивы. Они чугунные. Будем пока искать материал. Так вот. Маленький еще шкив. Это уходит подача наверх. Но она, в принципе, работать здесь практически не будет. Поэтому ее задвигаем туда-назад. Пружина, зажим. Все. Некоторые детали здесь пришлось добавить новые. Выточили шайбу. Тут заменены гужоны. Это пришли нам оставшиеся детали из гальваники. Маховики и всякие такие зажимные винты. Это фиксирующие эксцентрики. Вот так, маховики внутри будут покрашены. А может быть и так оставим. В общем, видео, скорее всего, будем уже устанавливать колонну и потихонечку ее собирать.